Приветствую всех на канале Нина Русарт. И в этом выпуске мы с вами нарисуем пару пингвинов. Сначала отмеряем размеры маленького пингвиненка, замеряем их и откладываем высоту большого пингвина. Головка маленького пингвина в тельце входит в 4 раза. Вот я сейчас отмеряю это расстояние. Сам по форме пингвиненок напоминает форму треугольника, и мы ее намечаем. Далее намечаем очертания взрослого пингвина. Приблизительно это овальная форма. Далее мы будем ее прорисовывать. И теперь рисуем самого маленького пингвиненка. Намечаем голову и сейчас прорисовываем тельце. Отмечаем, где у нас лапки располагаются. Они немного такие треугольной формы. Переходим к головке и прорисовываем, отделяем черную часть пингвиненка от белой. И сейчас будем рисовать клювик. Уточняю форму туловища. И рисуем лапку, которая у нас в сторонку смотрит. Также нам нужно не забыть про хвостик. Хвостик такой треугольной формы у пингвинов. Теперь рисуем форму взрослого пингвина. Начинаем, конечно, лучше всего с головки начать. Клюв, головка и наклон шеи. В принципе, мы овальную форму изначально отметили, и она нам уже позволяет правильно простроить самого пингвина. И отмечаем вот эту форму, и лапку сейчас нарисуем. Она у нас немножко в сторону оттопырена. Далее рисуем очертания черной части от белой, чтобы уже в цвете нам не запутаться. И рисуем шею. Рисуем вот этот изгибы черного, которые мы видим. Намечаем сейчас глаз, отметим, где у нас располагается. Клювик и глаз рядом с клювиком. И также не забываем про хвостик взрослого пингвина. Линии построения можно будет ослабить с помощью клячки. Я поправляю сейчас форму шеи. Вы смотрите, как она у вас, как вы ее нарисовали, необходимо ли поправить или нет. И теперь мы переходим к цвету. Предварительно смочите все тело пингвина и потом добавляем кадмий лимонный, преимущественно в левую сторону. Местами добавляем кадмий желтый. Это где головка и где шея. Также добавляем, где головка, кадмий оранжевый, ближе к глазу. И по тельцу тоже еще при необходимости, смотрите сами, как у вас, добавляем кадмий желтый. Немного в районе крыла мы добавляем ультрамарин. И смешиваем ультрамарин с кадмием оранжевым и прорисовываем тени. Создаем объем пингвиненка. И сейчас я еще по фону пройдусь теплыми цветами, вот этим кадмием оранжевым, кадмием желтым и кадмием лимона. Немного добавляем фон такой легкой заливкой. И немного в тельце маленького пингвиненка тоже добавляем кадмий лимонный и кадмий желтый. И эту смесь, где у нас кадмий оранжевый и ультрамарин, мы намешиваем такой вот оттенок
И этим оттенком покрывали пингвиненка. В тело также добавляем немного ультрамарина в правую часть. В левую мы ультрамарин не добавляем, только в правую. И прорисовываем, уже намечаем тень от пингвина. И также тень от маленького пингвина на взрослом. Это все ультрамарином делаем. Лист я подсушила, и теперь мы приступаем ко второму этапу. Я смешиваю серую пейну, ультрамарин и карминовую. Больше, конечно, серой пейны. И этим цветом начинаю рисовать черные участки на теле пингвина. Начинаю я с головки. Где-то я цвет использую плотнее, где-то более разбавленный с водой. На клювике нам нужно оставить белый сейчас участок. Это то место, которое мы потом покроем красным оттенком. И постепенно покрываем все тело нашей смесью темного, вот этого не черного, он не чисто черный. Сейчас вы увидите, что он такой синеватый оттенок. Где необходимо, цвет я усиливаю, добавляю его, делаю более плотным, особенно где крыло, нам это нужно сделать. И сейчас край я буду размывать. Тот край на теле, который идет черный, на границе черного и белого, я сейчас немного возьму и размою его. Добавляю тень внизу тоже этой же смесью и вдоль вот этого участка. Граница черного и белого. Чтобы смотрелось более естественно и не вырезано. И даже акварельно. Усиливаю за счет кадмия оранжевого головку, цвет вот. И кадмием желтым тоже усиливаю цвет, где шея у нас. И кадмий лимонный слева также. Смотрите, как у вас, необходимо ли усиление этого насыщенности желтых или нет. Если вы считаете, что достаточно, то не усиливайте. Ориентируйтесь на свою работу. И не забываем про хвостик. Тень нам нужно усилить, сделать насыщенней. Делаем смесь кадмия оранжевого и ультрамарина, и если есть, то индиго. И этой смесью покрываем тельце пингвиненка. Также в эту смесь можно добавлять серую пейну. У нас получается такой серовато-коричневый оттенок. Правый бочок пингвиненка нам нужно оставить светлым, преимущественно белым. А остальные места накладываем тени. Утемняем там, где необходима тень. Черную часть головки мы покрываем той же смесью, как и у взрослого пингвина делали. Усиливаем лапки, цвет лапок. И не забываем еще про клювик. Рисуем крыло. Крыло, нижняя часть у нас темнее, верхняя посветлее. И также не забываем про тень, которая у нас идет от маленького пингвиненка на взрослого. Эту тень еще потом мы будем усиливать. Рисуем хвостик и лапки подправляем.
Далее смачиваем с левого края у пингвина большого детельца и рисуем ультрамарином фон. Тут я размываю и добавляю ультрамарин еще. Затем мы смачиваем поверхность вокруг пингвина и также используем ультрамарин для фона, для воздушности. Но это очень важно, берем больше воды, меньше пигмента. Нам нужно сделать такой легкий фон. И сейчас я усилю еще раз тени, вот эту падающую тень на снег и падающую тень, которую мы видим на взрослом пингвине. Следующим этапом мы рисуем сейчас глаз черным цветом и не забываем про зрачок. Также рисуем края, я поправляю вот эти черные вот эту меховую часть на головке у маленького пингвина. Рисуем глаз, просто точку ставлю и клювик. Где необходимо по телу пингвиненка мы усиливаем оттенок. На лапках, на каких-то бочках. Хвостик опять добавляем цвета в хвостике. И добавляем, усиливаем тень. Тень достаточно такая насыщенная у нас. Тоже смотрите, необходимо ли вам ее усилить или нет. И я взяла карминовую, которую я добавила в клюв. Также можно поработать над фоном, сделать набрызг с помощью ультрамарина на поверхность. В завершение нам нужно отделить шею взрослого пингвина от тела. Для этого мы берем кадмий оранжевый, охру, умбру жженую можно взять и карминовую смеси. И рисуем тень, создаем объем шеи. И также нам нужно усилить бочок у пингвиненка. Используем все те же смеси, как мы и раньше в тельце использовали. И усиливаем цвет лапки, который у нас оттопырена. Вот это вот. На этом наша работа завершена. До встречи в следующих выпусках. Всем пока и отличного настроения!